Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Сегодня вторник, и мы по традиции рассказываем о событиях в истории средневековой Европы. Я Антонина Шарова, и моя тема – история жизни Бенедикта Нурсийского, святого Бенедикта. Святой Бенедикт Нурсийский по праву считается основателем, отцом западноевропейского монашества. Написанные им правила «Регула Бенедикти» стали основой для монашеской, для монастырской жизни Западной Европы. Святой Бенедикт родился, как считают историки, в конце V века, вероятно, около 480 года в Нурсии, недалеко от Спалета. Родился он в знатной семье, получил хорошее образование, но остаться в Риме не пожелал и рано предпочел жизнь отшельника. Он отправился в Субьякко, в довольно дикую местность, и там 3 года прожил в пещере один. Узнав о таком отшельнике, придерживавшемся самой строгой аскезы, монахи ближайшего монастыря в Виковаро пригласили его быть своим настоятелем. Но здесь легенда гласит, что не для всех монахов этого монастыря правила жизни святого Бенедикта были приемлемы. Более того, есть легенда о том, что монахи даже попытались отравить своего настоятеля, подсыпав яд в вино для Евхаристии. И лишь особая благодать, данная святому Бенедикту, позволила ему, совершив крестное знамение, сделать это вино безопасным. Святой Бенедикт, разочаровавшись в такой монастырской жизни, отправился обратно в свою пещеру. Но и здесь он уже не мог обрести уединение. Когда Бенедикт вернулся в Субьякко, вокруг него быстро начали собираться ученики. Наконец их набралось так много, что Бенедикт разделил их на группы. Согласно житию, их было 12 групп по числу 12 апостолов. Святой Бенедикт прекрасно понимал, что человеку, который решил посвятить свою жизнь Богу, очень сложно придерживаться аскезы и праведной жизни без опытного руководства. Именно так, под опытным руководством монахов, Бенедикт считал необходимым приучать новых людей, пришедших в монастырь, к трудной монашеской жизни. Однако и здесь, в Субьякко, среди учеников не было покоя для святого Бенедикта, и он опять отправляется в дорогу. В 529 или в 530 году, на полпути между Римом и Неаполем, в местности Кампании, святой Бенедикт со своими сподвижниками в городке Монте-Кассино основали новый монастырь. Именно для этого монастыря, как считается, Бенедикт и составил примерно в 529 году свои знаменитые правила, будущий устав бенедиктинского монашества. Устав призван был объединить тех, кто отказался от земной жизни ради истинного служения Богу. Для этих людей монастырь и сама монашеская жизнь должны были стать не только братством, но и школой служения Господу. Именно поэтому во главе монастырской общины был поставлен аббат, и аббат наделен огромными полномочиями. Ему исповедовались монахи, он должен был помочь им бороться с соблазнами и стать настоящим отрядом божественной службы. Ведь, уходя в монастырь, человек умирал для мира, должен был обрести новое имя, новую одежду и жить по тем новым правилам, которые написал святой Бенедикт. Монахи в бенедиктинских обителях обязаны были не только молиться, не только жить созерцательной жизнью. «Молись и трудись», гласил устав святого Бенедикта. Именно поэтому монастырские обители, обители бенедиктинцев, стали процветающими хозяйственными единицами средневековой Европы. Монахи занимались земледелием, садоводством и виноделием. Именно монастыри бенедиктинского ордена стали центрами сохранения культуры, письменности. Монахам бенедиктинской обители следовало долго трудиться, чтобы, наконец, достичь того смирения, о котором говорил святой Бенедикт. 12 ступеней смирения называет он в своем уставе.
Конечно, такой путь был рассчитан далеко не на всех, и это был тяжелый путь. Именно поэтому, подчеркивал святой Бенедикт, необходимо проходить этот путь, слушая старших монахов и особенно, конечно, аббата монастыря. Но если этот путь будет пройден, служение Господу будет безупречным. Бенедиктинский орден существует и поныне. Бенедиктинское монашество дало миру более 20 пап римских и более 5000 святых. В 1964 году Папа Римский Павел VI объявил святого Бенедикта Нурсийского святым покровителем всей Европы. Всего вам доброго! Смотрите нашу программу «7 дней истории». Каждый вторник мы будем рассказывать вам о событиях из истории средневековой Европы. А завтра, в среду, мы расскажем вам о событиях из истории стран Азии, Африки, Америки и Австралии. До свидания!